Ложись удобно, так, как тело само просит лечь перед сном. Сейчас ничего особенного делать уже не нужно. День завершен. Все, что должно было звучать, постепенно отходит дальше. Все, что должно было держаться, постепенно отпускает края. Пусть тело просто лежит. Пусть дыхание становится спокойным. Вдох и выдох. Еще один вдох и выдох. Сейчас мы войдем в пространство образа. В то место, где ночь становится живой, где внутреннее небо открывается за закрытыми глазами, где Морфей подходит не словами, а тишиной, дымкой, звездной пылью и тихим сиянием сна. Представь, что внутри головы появляется ночное пространство, не анатомия, не схема, а маленькая внутренняя вселенная. Темная, глубокая, бархатная, словно в самой середине головы. Раскрывается небо перед сном, и где-то в центре этого неба есть точка, маленькая, едва заметная, как далекая звезда, как зерно света, как крошечная жемчужина, спрятанная в ночной тишине. Образ внутреннего кристалла, образ той части, которая любит темноту, тишину, сны и тонкие сигналы. Сверху опускается серебристая роса, лунная, прохладная, прозрачная. Она касается кристалла, и каждая песчинка, каждая пылинка, каждый сухой след дня начинает растворяться, как будто сама ночь бережно промывает внутренний кристалл своими невидимыми руками. Серебристая роса стекает по нему, смывает усталость, смывает лишние образы, смывает шум, который уже выполнил свою роль. Песок становится легче, пыль становится прозрачной, кристаллы напряжения тают, как соль в теплой воде. И теперь появляется вторая волна, живая темная вода, вода сна. Она приходит из очень глубокого озера, из того места, где спят древние леса, камни, птицы и все человеческие мысли, которые наконец нашли покой. Эта вода проходит через образ шишковидной железы, промывает его изнутри. Плавно, медленно, терпеливо, как будто маленький кристалл лежит на дне ночного источника, а вода омывает его со всех сторон. Старый песок уходит, пыль уходит, застывшие крупинки уходят, и остается прозрачность, остается чистое ядро, остается светящаяся точка. Теперь кристалл начинает сиять. Сначала едва заметно, как первая звезда, потом ярче и ярче. Это ночное сияние, живое, словно внутри головы зажглась маленькая лампада. Словно Морфей поставил ее у входа в сон, чтобы тело знало дорогу. Сияние становится устойчивым, чистым, спокойным. Свет начинает разливаться. Сначала очень тонко, как молоко луны, налитое в темную чашу, как золотая пыльца, которую несет ночной ветер, как прозрачный мед, медленно растекающийся по внутренним тропам тела. Сияние выходит из центра головы и касается области между бровями. Внутренний экран становится чище. Все дневные картинки отходят в туман. Все лишние лица, слова, сцены, обрывки новостей, старые разговоры становятся дальними, как огни на другом берегу.
Свет проходит к глазам, к мышцам вокруг глаз. Свет течет к вискам. Они становятся двумя тихими берегами. Между ними проходит река сна. Темно-синяя, глубокая. С блеском звезд на поверхности. Свет проходит к затылку. Туда, где день часто держит невидимый узел, и этот узел начинает расплетаться. Нить за нитью, петля за петлей. Словно ночная птица расправляет темные крылья и уносит остатки напряжения. Сияние спускается к челюсти, к губам. Все, что было сказано, завершено. Все, что осталось несказанным, растворяется. Горло становится прозрачным коридором. Через него свет спускается ниже, к плечам. Плечи принимают этот поток. И все, что они несли днем, растворяется, как будто с плеч снимают невидимый плащ. Собранный из чужих ожиданий, этот плащ сползает вниз и растворяется в темноте, а вместо него в плечи проникает сияющая лунная ткань. Ткань сна, ткань покоя, ткань восстановления. Свет течет по рукам, по предплечьям, к запястьям, к ладоням. Каждая ладонь становится маленьким озером, светящимся изнутри. Пальцы отпускают напряжение. Свет возвращается к груди, к пространству сердца. Здесь он становится мощнее, как золотой рассвет, который наступает не снаружи, а внутри. Грудь принимает сияние, ребра принимают сияние. Легкие наполняются сиянием. Каждый вдох становится глубже, каждый выдох становится длиннее. И с каждым выдохом тело уходит дальше, от края дневного берега. Внутри груди большой ночной сад. В нем нет суеты. Там растут сотканные из света деревья. Их листья искрятся. Между ветвями висят маленькие огни. Это огни спокойствия, огни сна, огни доверия. Свет из шишковидной железы струится в этот сад и освещает все же, что готово светиться. Свет опускается в живот, в внутреннее море. Живот становится медленной водой. Там больше не нужно держать тревогу. Там больше не нужно переваривать весь мир. Там можно просто быть. Сияние расходится по животу кругами. Один круг, другой круг, третий круг. И каждый круг говорит телу: ночь пришла, можно отдыхать, можно восстанавливаться, можно позволить процессам идти самим. Свет опускается ниже, к тазу, к бедрам. Там он становится густым, как золотой песок, нагретый вечерним солнцем, как глубина пещеры, где все живое набирает силу во сне. Таз принимает это сияние. Ноги принимают это сияние. Стопы наполняются светом, и через стопы все лишнее уходит вниз, в землю сна, в темную добрую землю, которая умеет принимать усталость и превращать ее в тишину и силу. Теперь сияние поднимается к спине, к позвоночнику. Позвоночник становится вертикальной рекой света. От основания тела до затылка. Каждый позвонок, как маленький ночной камень, на берегу этой реки. И река омывает их, один за другим, спокойно, медленно, с любовью самой ночи. Там, где было напряжение, появляется пространство. Свет расходится по всей спине.
По лопаткам, по пояснице. Кожа становится границей, через которую уже не нужно пропускать день. День остается за пределами, ночь внутри, сон внутри, свет внутри. Теперь сияние начинает входить глубже, в каждую клеточку, в самые маленькие пространства тела. Представь, что каждая клетка — это крошечный домик, и в каждом домике есть маленькое окно. Сейчас через эти окна струится свет, свет полной луны, заполняет все тело. Одна клетка принимает свет, другая клетка принимает свет. Тысячи клеток, миллионы клеток принимают и пропускают свет. Все тело становится звездным городом. В каждом доме гаснет дневная суета. В каждом окне зажигается маленькая лампа сна. Нервная система видит этот свет и понимает: опасность позади, день позади. Можно перейти в ночной режим, можно доверить телу его древнюю мудрость восстановления. Сияние разливается по внутренним рекам твоего тела, по тонким каналам, по прозрачным дорожкам. Оно не торопится, ему некуда спешить. У ночи много времени, у сна много пространства.